В прошлом выпуске мы побывали в Дандере и в величественном Луксоре, место, которое однозначно советую посетить, если вы отдыхаете в Хургаде. Я за рулем здесь. Позади нас находится храм царицы Хатшепсут, и она единственная, кто был похоронен в долине царей, а не цариц. В этой части храма было бальзамирование. Мне кажется, это место по посещаемости даже более посещаемое в Египте, чем сами пирамиды. Посмотрите просто вот туда. Сейчас мы поедем в музей камня, ну и потом обедать. Обед у нас где будет? На берегу Нила. Алиса едет. Эту экскурсию мы брали у Империи туризма и не ошиблись, у них очень хорошие цены. Ездим мы с этим агентством уже не первый раз, так как у них филиалы по всему Египту, и будучи в Шарм-эль-Шейхе, все экскурсии мы также покупали у них. Все ссылочки на их сайт, мессенджеры и инстаграм оставляю в описании под этим видео. Вот это все ручная работа, и здесь можно что-то купить. Можно посмотреть, что тут есть? Смотри, конечно. У нас два сфинкса есть кота. Я хочу найти одну фигурку. Либо сфинкса, либо кошечки, либо Сотни фигурок и статуэток из камня. Такой себе ближневосточный хендмейд. Светильники, лампы, тысячи кошек и пирамид. Колоссы Мнемнона. Все, да? Колоссы Мнемнона – это две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа III, а не Мнемнона. Последние 3400 лет они простояли в некрополе города Фивы, по другую сторону реки Нил от современного города Луксор. До сих пор продолжаются раскопки, еще найдут, я уверена, что много интересного в этом месте. Шли, Таюся. Идем. Стой, машина, Алиса. Пока едем, покажу вам немного жизни местных здесь. Мы проголодались и сейчас едем обедать, а после обеда в наших планах посетить Карнакский храм. Это музей под открытым небом, и он считается самым большим религиозным сооружением в мире. Более 80 тысяч рабов было поручено служить Амону-Ра в Карнаке, что свидетельствует о его силе и важности в то время. Мы приехали вот в такой ресторанчик на берегу реки Нил, и сейчас будем обедать. Салатики. Тая пошла на улицу занять нам столик. И сейчас мы возьмем еду и к ней пойдем, хорошо? Шведский стол. Алиса, ну что ты делаешь, Алис? Разве можно ножик и вилку засовывать в суп? Ай-яй-яй, нельзя так делать. Первое, салаты, рыбка. Алиса от сладкого уходит. Алиса кушает сладкое потом, после супа. Дотя. Рис, зелень, курочка, рыбка. Тая пошла сейчас себе что принесет. Мы сегодня обедаем на берегу Нила. Нил – самая длинная река на всем африканском континенте. На ее берегах обитает очень много крокодилов. В большие города они не заплывают, а вот за их пределами Нил кишит ими. По Нилу можно прокатиться на большой лодке индивидуально за $40-50, или если вы приехали большой группой, то это будет стоить $10 с человека. Все сытые и довольные, и можно собираться ехать дальше в Карнак. Египет наиболее экономически развитая из всех ближневосточных стран. Одна из основных статей дохода – это туризм. Также приток средств обеспечивают суда, проходящие через Суэцкий канал. Живущие за границей богатые египтяне и экспортеры хлопка, нефти, фруктов и овощей. Климат в Египте не самый ласковый. Летом воздух в тени раскаляется до 40-50 градусов Цельсия, а к вечеру заметно холодает, так что пригодятся свитера. Знойный ветер Хамсин приносит песчаные бури. Египтяне те еще первооткрыватели. Стекло, цемент, зубная паста. Тогда это был порошок из соли, перца и мяты.
Расчески, мыло – все это придумали египтяне. Смотришь на дома местных, и везде сушатся ковры, повсюду. Едешь и думаешь, насколько вот мы другие, да, как у нас все по-другому в быту. Пока я вам рассказывала о Египте, время пролетело быстро, и мы не заметили, как приехали в Карнак. Карнакский храм датируется примерно 2055 годом до нашей эры и 100 годами нашей эры. Он был построен как культовый храм, посвященный богам Амон-Ра, Мут и Хонсу. Вход в храм начинается с аллеи барана. Их изначально было 120, а сейчас осталось только 40. Некоторые были разрушены, некоторых перенесли туда, во вторую часть храма. Аллея сфинксов – это широкая дорога, по обеим сторонам которой стоят сфинксы с головами баранов. Когда-то аллея вела до Карнака от Луксорского храма. Более 420 тысяч животных содержались на территории храма в Карнаке, поскольку они считались священными для Амона. При этом людей незнатного происхождения не пускали даже внутрь. Удивительная вещь. Деревьев практически нет, а птицы поют. То есть они живут здесь именно в скальных вот этих вот постройках где-то и вьют гнезда. Карнакский храмовый комплекс считается одним из самых больших комплексов в мире. Здесь очень много храмов на его территории. Мы приехали в Карнак во второй половине дня, а основная масса туристов приезжает сюда с утра. И поэтому сейчас вот так классно, и мы здесь тоже практически одни, людей очень мало. Лайфхак. Все сейчас на другой стороне Нила. Храм Ком-Омба в Карнаке, вероятно, является первым местом в мире, где были изобретены хирургические инструменты. Во время раскопок обнаружили скальпели, щипцы, стульчики для родов и емкости с лекарствами. Если знаки смотрят налево, мы читали слева направо. А если они смотрят направо, любой знак. Мужчина, женщина, птица, животные. Несмотря на то, что храм в Карнаке был разграблен армиями, исследователями и путешественниками, которые похитили статуи и каменную кладку, в мире осталось не так много храмовых комплексов, которые до сих пор так величественны сегодня. Это самый большой колонный зал в мире, 134 колонны здесь. Царства фараонов могут уйти, но их сила живет в этом триумфальном каменном завещании. Сзади меня эти высокие колонны – это обелиски. Раньше их верхушка была покрыта золотом, но позже их как бы ограбили, и вот это золото сняли и отвезли в другие храмы и в другие места. И на этом обелиске, на этих двух обелисках описано конкретно все о Амоне-Ра, потому что сам храм построен в честь него. Высота каждого обелиска 30 метров, и вот они стоят без фундамента. Как это возможно, не знаю, но идеально ровная поверхность вот здесь снизу. И вес этого обелиска 340 тонн. Обелиск высечен из цельного камня, и по Нилу его везли 360 километров из города Асуан. Алиса вообще у нас ни секунды на месте не стоит, постоянно где-то бегает. Хорошо, что мы с гидом, с Ясером, и он за ней хоть присматривает, потому что я просто не успеваю физически. Мама, что он кричит? Есть хочет, а у нас ничего нет. Алиса, не лезь к нему в лицо. Позади меня жук-скоробей, и нужно здесь загадать желание и обойти его 7 раз. Говорят, что сбудется, но мне лень. По солнцу 7 раз я обойду один. Сейчас. Да, ты будешь 7 раз обходить? Ладно, 7, так и быть, чтобы наверняка.
А рядышком с Жуком-Скоробеем вот такое озеро есть. Это священное озеро, в котором жрецы делали омовение. Мне кажется, оно теплое достаточно. Я бы сейчас в него залезла, если бы тут можно было. Ты что, к Жуку-Скоробею пошла? Ты жучка видела наверху? А вот он. Вот он сидит наверху. Я и вижу. Мы с Алисой посмотрим жучка, а то она не видит ничего, да? Вот он! У-у-у! Ты видишь жука? Да? Лапки у него, видишь? Вон они, вон, лапки. Да, осьминожка. Ты тяжелый кабан уже. Слазь. Жарко невыносимо сегодня. Когда я трогаю кота, то здесь как кто-то не приходит. Кто к тебе, девочка подошла? Да. Алиса вообще напугала бессовестно. Взяла, убежала среди этих колонн. Здесь такие лабиринты. И мы бегали, охранники бегали, все уже знают ее по имени. Искали ее, звали, ее нигде нет. А там дальше начинаются вообще какие-то бедуинские районы. Спокойно можно отсюда выйти с другой стороны этого Карнака. Я испугалась, сердце колотится. Все, давление поднялось. Капец. В итоге она сидит на скамеечке в тенечке при выходе из храма и ждет, пока мы выйдем, потому что ей стало жарко. И она решила просто вот так вот самовольно уйти. Не могу успокоиться. Да? Страшно. Тая бегала везде тоже. Сейчас уже будем мы собираться, идти потихонечку на выход. Время возвращаться в Хургаду. И снова через аллею баранов движемся мы потихонечку уже на выход к нашей машине. Мы покидаем Карнак и Луксор, и этот день оставил много впечатлений. Могу сказать так, если вы не видели Луксор, вы не были в Египте. Даже пирамиды не произвели на меня такого вот впечатления и чувства, как сегодня день в Луксоре. Я редко снимаю так много дороги, но сегодня не удержалась. Мне всегда с детства был интересен Ближний Восток, страны Африки, их быт, жизнь. Есть несколько стран, в которых я очень хочу побывать. Это Кения и это Намибия. Едем по городским улочкам. Дети машут. Очень много магазинчиков тут, лотков с фруктами. Машин, движение, конечно, большое. Мы возвращаемся уже обратно, солнце садится. Мы вернулись в наш отель, сейчас идем ужинать. Жарят мяско. Маленький голодный человечек. Давай суп, а потом клубнику, хорошо? Крем-супчик вкусный. Рыбка и мясо. Сладостей вообще огромное количество каждый день. Вот сегодня 2 вида супа. Крем-суп куриный, очень вкусненький. Хлеб, который я не ем вообще. Ягодку будешь еще? А давай тебе клубничку сюда положим, давай? Да. Не такую, целую. Такую. Ешь. Я хотела спать, но дети против. Hands up, down, up, up.
Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Come on, ladies and gentlemen, we can with it. Only one animation team, let's make it Этого маленького танцора диска не могу забрать в номер спать. Не уходит, танцевать, говорит, буду. Все детки уже ушли. Алиса! Все, дискотека окончена. Идем домой.